Добрый день. Тема этого видео – длительность полового акта у мужчин и причины, которые на это влияют. Первое что? По статистике, по мировой, опять же, есть разные подсчеты. Есть американские, есть европейские, есть российские подсчеты. В общем, средняя длительность, продолжительность полового акта считается нормальной от 2 до 4 минут. Где-то от 1,5 минуты до 3,5. Где-то чуть больше, но вот среднее число, длительность полового акта нормального, стандартного, от 2 до 4 минут. Если меньше минуты, то это быстрое семяизвержение. Если больше, многие думают это хорошо, но на самом деле не так все однозначно. Также длительность полового акта считают по фрикциям. Сколько половой член, сколько раз входит во влагалище, туда и обратно. На самом деле, на примере, опять же, может по своему личному опыту скажу, что это тяжело посчитать по фрикциям. Как-то во время секса, когда ты занимаешься с девушкой, ты начинаешь считать фрикции. Я один раз пробовал посчитать фрикции, у меня ничего не получилось. Ну, то есть, все внимание сразу же уходит в голову, и ты начинаешь считать, как дурак. Ну, в общем, секс не удался, скажу честно. Тяжело считать фрикции. Теперь причины. Многие думают то, что либо хотят очень длинный половой акт. Естественно, есть порноиндустрия, когда люди смотрят порно, и там длительность полового акта 30 минут, 40 минут, час, полтора. Ну, это, опять же, это порноиндустрия. Это Голливуд, это специальные актеры, специальные режиссеры, съемки. И многие опыт, вообще сексуальный именно опыт, берут из порноиндустрии. Смотрят телевизор, смотрят порнуху, там интернет, неважно что. И думают, то, что это норма, к этому нужно стремиться. Если у меня меньше половой акт, если у меня половой акт 3 минуты, то значит у меня большие проблемы, значит я какой-то неудачник, значит я не могу предоставить и удовлетворить женщину. Мне нужно что-то с этим делать. Ну, то есть это стереотип. Мы сейчас Голливуд и порно убираем в сторону. Это лишь кино специальное там, и так далее, своими рекламными бюджетами, целями и всему тому подобное. Опять же, вернемся к статистике, к мировой. Средняя продолжительность полового акта от 2 до 4 минут. И это, опять же, это нормальное время. Теперь, какие причины могут влиять на длительность полового акта? Естественно, физиологическое состояние мужчины. Что я имею в виду? Во-первых, различные особенности по физиологии, про здоровье, какие-то отклонения физические, опять же. И психологические моменты. Вот психологические моменты, они гораздо чаще бывают и чаще в нашей жизни они присутствуют. Прежде всего, начнем, наверное, там по порядку все. Это стресс. Мы прекрасно понимаем то, что мы сейчас живем в такое время, да вообще, наверное, все человечество живет в таком времени, то, что стресса очень много. Стресс на работе, дома, в отношениях, на улице, там, не знаю, по средствам массовой информации. Постоянно что-то происходит. Не бывает такого, то, что человек целый день спокойный, уравновешенный. Да, такие люди есть, опять же, но их очень-очень мало. Это кто следит за своим психологическим состоянием. И стресс очень сильно влияет на длительность полового акта. Так же, как и атмосфера полового акта. Что я имею в виду? Это когда, конкретный пример, когда муж пришел с работы, там, с женой ложатся спать, либо с девушкой, время 10 часов, у них запланирован секс, они им занимаются. То есть это привычная атмосфера, где есть кровать, где есть дом, где есть уют, когда мы к этому привыкли. Либо когда секс происходит как-то внезапно, на курорте, там, не знаю, в машине, на работе где-то. Когда мы психологически не готовы к этому, когда мы за 3 минуты до этого, мы вообще не знали то, что сейчас будет секс. И, естественно, у человека поднимаются эмоции, поднимаются и тревога, и стресс, и положительные, естественно, и предвкушение эмоций. Это также очень сильно влияет на половой акт. И также атмосфера, я имею в виду, что дома окружает, какая атмосфера в семье, какая атмосфера с женой, какая атмосфера с девушкой. То есть, если между вами любовь, чувства, либо у вас какие-то обиды друг на друга, злость, у вас какие-то подколы, то есть это все, вся психология полностью влияет на длительность полового акта. Также очень важен возраст. Мы прекрасно понимаем то, что там с 16 до 23 у мужчин гормоны бьют ключом. Гормонов очень много, постоянная эрекция, мужчина хочет по 5 раз в день, иногда и больше. То есть ему нужно большое количество секса вообще. У женщин немножко это все по-другому. С возрастом это все стихает. То есть секс, который длительность полового акта 18 лет и в 40 лет, это разные сексы, это разная длительность полового акта. То есть 18 лет он гораздо быстрее длительность, и опять же по своей практике
по работе с клиентами, сразу же хочу обратить внимание на то, что когда ко мне приходят молодые клиенты в возрасте около 20 лет и жалуются на то, что у них быстрое семяизвержение, опять же, это по их понятиям быстрое, у кого-то 1,5 минуты, у кого-то 3 минуты, у кого-то 5 минут. Все дело в гормонах, все дело в физиологии и в возрасте, естественно. Ну, опять же, там психологические проблемы мы разбираем с ними отдельно. Это я сейчас говорю про то, что возраст влияет на длительность полового акта. Дальше. Количество раз, естественно, влияет. То есть у вас это первый подход, у вас это второй подход. Первый подход, там иногда бывает быстрое семяизвержение, потом мужчина отдыхает, расслабляется минут 10, 15, 20, потом появляется новая эрекция, второй подход. То есть длительность всегда разная. И вообще нужно понимать то, что у каждого мужчины был свой опыт в отношении секса, в отношении половых актов. И все сексы были разные. Нету такого, чтобы там на протяжении всей жизни, на протяжении даже одного дня, 2 секса и длительность этих 2 половых актов были одинаковые. Это я сейчас все говорю к тому, что абсолютно все половые акты, которые были у каждого из нас, они все абсолютно разные. И по длительности, и по состоянию, по психологическому, по эмоциональному. То есть нельзя сравнивать. Вчера, допустим, было хорошо, сегодня у нас плохо. Такого не бывает. Все сексы абсолютно разные, одинаковых не бывает. Также очень сильно влияет для мужчин это перерывы и воздержание. Когда мужчина определенное количество времени, у него нету секса, он не занимается мастурбацией, у него воздержание месяц, 2, 3, 5 месяцев. У всех по-разному, опять же, это все индивидуально. И происходит сам секс с девушкой, с женой, естественно, происходит быстрое семяизвержение. Энергия копится. Энергия, я сейчас говорю, сексуальная энергия, либидо, и она быстро выходит, быстро выходит наружу. И тогда второй уже половой акт, длительность гораздо больше уже. И, наверное, самое основное, вот если подытожиться, физиологические особенности, индивидуальные особенности, психологические особенности каждого из нас у всех разные. И длительность полового акта у всех разная. И когда человек, опять же, приходит ко мне на консультацию, либо на сессию, мы с ним решаем какую-то либо проблему, когда он говорит, что у него маленький половой акт по отношению по времени, и он перечисляет 5 минут, либо 10 минут, мы разбираем, во-первых, среднее время, какой должен быть, какой по мировой статистике, и почему он считает то, что 10 минут это слишком маленький половой акт. Опять же, если мы спросим женщин, какой длины протяжение по времени они бы хотели, чтобы был половой акт. И мы убедимся в том, что большинство женщин, там 99% считают то, что максимальная длина полового акта по времени это до 10 минут. Больше 15, больше 10 минут у них уже возникают трудности, и женщина получает оргазм там не на 25-й минуте, не на 30-й минуте. Вообще это отдельная тема, когда женщины получают оргазм, и сколько раз они получают, и вообще получают ли они в каждом сексе или нет оргазм. Это совершенно отдельная тема. Я вам хочу сразу же сказать, что не всегда они получают оргазм, и на 45-й минуте такого не бывает. Элементарно все морально и физически устают. Женщинам вообще, опять же, это по мировой статистике, по моему опыту, по практике клиентов, до 10 минут, примерно 7 минут, 6 минут. Опять же, все организмы индивидуальны. Все психологические и физические особенности тоже. Наверное, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте, пишите комментарии, буду на них отвечать. И самое главное, то что не забывайте, все мы индивидуальны. У нас у каждого психологическое, эмоциональное и физическое разное состояние. И в течение дня, и в течение жизни. И длительность полового акта всегда будет разной. Да, есть конкретные техники, чтобы увеличить длину полового акта. Это есть конкретные упражнения, техники, и я думаю, если вы напишите комментарий, то следующее видео я запишу на эту тему. Всем большое спасибо, с вами был Сергей Витищенко, всего доброго, до свидания.